дождь без остановки лил над улицами Портленда. В узком переулке, под старой неоновой вывеской Bluebird Cafe, теплый свет пробивался сквозь стекло, и аромат кофе смешивался с запахом мокрого асфальта. Сара Дженсен, 26-летняя официантка, еле держалась на ногах. Это была ее третья смена подряд. Повар заболел, хозяйка пропала, а посетители не кончались. Сара работала без перерыва. Дома ее ждала больная мать и счета, которые не умели ждать. В дальнем углу сидели трое мужчин, громкие, подвыпившие, самоуверенные. Их смех гремел громче музыки. Когда Сара принесла им кофе, чашка дрогнула в руках, и несколько капель упали на рукав одного из них. Мужчина вскочил, крикнул что-то грубое и толкнул ее. Кружка разбилась, кофе брызнул на пол. В кафе повисла тишина. Сара опустилась на колени, собирая осколки. Один из мужчин достал телефон и начал снимать, хохоча. Никто не вмешивался. Только один человек в углу, мужчина в черном пальто с поседевшими висками, молча наблюдал. Он встал, подошел к грубиянам и сказал тихо, но твердо: «Извинись». Голос его был спокоен, но в нем слышалась сила, не терпящая спора. Мужчина, что стоял перед ним, вдруг растерялся. Несколько секунд тишины, и он пробормотал: «Ладно, прости». Сара подняла глаза. Взгляд незнакомца был теплым, без жалости, скорее уважительный. Он помог ей подняться и вернулся за свой стол. Позже, когда кафе опустело, он подошел снова и помог собрать разбитую посуду. Работал молча, спокойно, будто все это было естественно. Уже у двери он сказал: «У тебя есть сила, просто ты пока ее не видишь». А утром Сара нашла в кармане своей формы сложенный листок. На нем был адрес и короткая надпись: «Ты заслуживаешь большего». Любопытство пересилило сомнения. После смены она поехала по адресу, в центр города, к стеклянному зданию с табличкой Northwest Coffee Group. В холле ее встретил тот самый мужчина, теперь в дорогом костюме. Он представился: Томас Рид, владелец сети кафе по всему штату. Сказал, что был в том Bluebird случайно и видел, как она работает. «Мне нужны люди, которые не просто обслуживают, а понимают других. Думаю, ты такая». Он протянул ей конверт. Внутри контракт и ключ с биркой. Bluebird Cafe, менеджер. Сара стояла, не веря. Ей казалось, что это шутка. Но Томас лишь улыбнулся. Иногда достаточно одного поступка, чтобы жизнь повернула не туда, а туда, куда нужно. Вечером она снова шла под дождем. Тот же город, те же улицы, но теперь дождь казался не серым, а живым, будто очищал прошлое. Сара подняла лицо к небу и впервые за долгое время улыбнулась. Она больше не чувствовала себя усталой официанткой. Теперь она знала: добро не исчезло, просто иногда приходит тихо, вместе с дождем и человеком, который не прошел мимо.